Всем привет, подписчики и просто гости канала Кастомайзер. В очередном коротком выпуске, но не менее интересном, затронем тему такие как замена и установка бачка омывайки лобового стекла под два моторчика. Соответственно, установим второй моторчик и подключим его. Также проложим магистрали вот с помощью этого тройничка. Заказывал данный бачок с Озона. Сейчас картиночку вставлю. Качеством доволен. Есть крышка, но нет здесь фильтра, сеточки. Здесь, как я уже сказал, два моторчика, и в этих местах есть резиночки. Далее заменим маску приборной панели. Опять-таки заказывал с Озона. Качеством доволен, пластик хороший. Все данные усики не сломаны, все на своих местах. Сейчас картиночку также вставлю. Еще заменим кнопки блокировки отпирания-запирания дверей. Здесь все, весь комплект, каждый по 4 штучки. Также заказывал с Озона, как всегда, картиночку сейчас вы увидите. Ну и напоследок, наверное, самая интересная часть сегодняшнего выпуска касаемо стеклоподъемников. То есть затронем скорость работы стеклоподъемников. Хочу показать, как сейчас у меня работает омывайка. Причина замены родного бачка то, что он течет. Течет и быстро заканчивается вода, а в такую погоду, сейчас уже весна, вода необходима. И раз уж собрался его менять, поставлю бачок с двумя моторчиками. Отсоединяем данные фишки здесь и здесь. Откручиваем один болт, и здесь должна быть гайка. Их откручиваем и вынимаем. Старый бачок извлечен. Сейчас нужно переставить один моторчик в новый бачок, новый моторчик в новый бачок. Также не забываем переставить датчик уровня и сеточку, которая в новом не идет в комплекте. Новый бачок полностью собран. Здесь небольшой момент, как будто посадочного места для моторчиков мало. И моторчики стоят сейчас чуть-чуть наискось, если увидеть, здесь посмотреть. Но думаю, это ничего страшного. В процессе эксплуатации здесь течи быть не должно. Также установлен датчик уровня. Пришлось немного помучиться с этой резьбой. Здесь сеточка также переставил, установил. Здесь у нас старый. Как раз можно поэкспериментировать с установкой обогревателя. Чтобы сделать обогреватель, думаю, приобрести медную трубку, ее изогнуть, и чтобы она была внутри бачка омывайки, и чтобы через нее циркулировал антифриз, тем самым будет подогрев. Но об этом потом. На его месте тройничок установлен, два вывода на два моторчика. Здесь также проводка продублирована. Нашел такую фишку, прям она подходит четко. Здесь красный плюс, здесь минус. Все, сейчас установлю. Итак, бачок омывайки на своем месте. Все подключил, подключено. Здесь также подключено все. Воду залил. Можете наблюдать здесь воду. Уровень, нигде ничего не течет, не бежит. Сеточка на месте. Сейчас давайте тестить. Пришел к выводу, что нужно сделать один моторчик на одно сопло. Трубку приобрел, сейчас буду устанавливать. После установки нового бачка омывателя с двумя моторчиками заметно увеличился напор воды из сопел очистки лобового стекла.
что положительно влияет на скорость очистки лобового стекла. С установкой бачка омывайки лобового стекла мы закончили. Теперь приступим к замене маски щитка приборов. И раз уж появился доступ к самой приборной панели, я заменил светодиодную лампочку, которая была установлена на индикаторе аккумулятора, на обычную галогеновую с нитью накала. Маска щитка приборов установлена на свое место, кнопки на месте. Маска встала отлично, все по зазорам, нигде никаких щелей нету. Также, как я и говорил, заменил лампочку индикатора зарядки аккумулятора. Тухнет, все работает хорошо. Далее быстренько поменяю кнопки блокировки дверей. Здесь ничего сложного. Открутили старые, прикрутили новые. Вот и все. И, пожалуй, самая интересная часть сегодняшнего выпуска. Затронем тему стеклоподъемников, а именно его скорость отпускания и подъема. Сейчас скорость выглядит такой. Опускается она быстрее, чем идет на подъем. Вот так она медленно поднимается. Кто-то скажет, что пора менять бархотки, но я думаю, что бархотки влияют на скорость незначительно. А что я сделаю для того, чтобы опускалось стекло очень быстро и поднималось также, сейчас расскажу. Итак, с Китая были приобретены такие усилители. 4 стеклоподъемника, 4 усилителя. Я уже подключил, индикатор горит, вход-выход обозначены на оборотной стороне, и с помощью данной регулировки можно поднимать уровень напряжения. Сейчас выставил напряжение на 16. Сейчас возьму отвертку, покажу, как будет меняться значение. Вообще, когда подключил данный усилитель, мультиметр показывал напряжение 22. Сейчас я буду крутить по часовой стрелке. По часовой стрелке кручу. Напряжение поднимается. Против часовой. Напряжение отпускается. Так, выставлю напряжение на 16 и попробую подключить, затестить, так скажем, какова будет скорость работы электростеклоподъемников на напряжении 16 вольт. На оборотной стороне данного усилителя здесь все отмечено: вход и выход. Подключил я, значит, всю эту приблуду. Теперь давайте тестить. По мне так начал работать быстрее. Но это напряжение 16. Сейчас я подниму напряжение до 18, тогда и посмотрим. Итак, напряжение увеличил до 18. Вот показания на выходе 18. Теперь еще раз тестируем уже на 18. Неплохо, но прям колоссальных отличий между 16 и 18 я не заметил. Давайте запустим двигатель, чтобы посмотреть разницу. Вот здесь разница ощутимо есть. 18, напряжение 18. Стеклоподъемники прям просто залетали. Вот смотрите, вот летает стеклоподъемник. Что вверх, что вниз. Очень круто.
Очень круто, прям по кайфу отпускать и поднимать стекло. Потрясающе. Думаю, этого напряжения мне будет достаточно, то есть 18. И остается только это дело все облагородить. И на каждый стеклоподъемник нужно подключить такой усилитель напряжения. Но это будет все за кадром, как я все соберу. Я включусь, покажу результаты. Ранее я говорил, что процесс установки останется за кадром, но решил записать полностью весь процесс, что, куда и как. Итак, в салоне у нас творческий беспорядок. Устанавливаю усилитель напряжения. Так его будем называть. Он, наверное, по-другому как-то называется. Но пусть будет усилителем напряжения. Итак, запитал его непосредственно с этого места, с косы, куда идет на штекера стеклоподъемников. Ранее показывал работу стеклоподъемников с усилителем напряжения. Подключал его непосредственно с одной из этих фишек разъемов. Но если бы я оставил все так, мне пришлось бы на каждую кнопку стеклоподъемника устанавливать, подключать такой усилитель. По правде, я его хотел так сделать, но потом подумал, зачем это все городить. И установлю один на все 4 электростеклоподъемника. Но в процессе эксплуатации посмотрим. Может, вперед на передние стекла один усилитель напряжения, на задние один. Итак, запитался отсюда. Здесь у нас черный — это масса, вход. Здесь бело-черный — это плюс. Вот идет, то есть запитался, то есть вход. И на выход уже идет дальше непосредственно продолжение во весь блок управления. В этом жгуте проводов черный, ладно, минус, но у меня бело-черный — это плюс. Хотя в блоке предохранителей вот он, синий-черный провод, который отвечает за работу электростеклоподъемников. Спросите, зачем вот это реле я поставил, чтобы питание электростеклоподъемников было после включения зажигания, так как до этого всего, до этого бардака у меня электростеклоподъемники работали напрямую, то есть зажигание отключено, стеклоподъемники работают. Но так как, если бы я оставил это как есть, у меня бы усилитель напряжения был бы включен постоянно. А так, через реле включил зажигание, в реле поступает и поступает далее уже в усилитель напряжения. Давайте с вами посмотрим. Включу. Все, питание есть. Здесь тоже реле, питание есть. Еще раз. Индикация. Индикация. И у меня теперь в отключенном режиме усилитель напряжения электричество жрать не будет. Аккумулятор мне не посадит. При отключении он постепенно начинает гаснуть. Все, потух. Собственно и все. Сейчас все обратно собираю. Вот это пока пробно подключил. Сейчас все по уму подключу, заизолирую. Все как положено. И буду обратно собирать салон. После включусь. Ах да, чуть не забыл. Хейтеры, диванные критики, эксперты и так далее, тому подобное. Наверное, будете в комментариях писать то, что «Ой, ты что делаешь? Всякую фигню сюда втыкаешь, моторчик у тебя сгорит, он не рассчитан на такой вольтаж». Кстати, я выставил 18 вольт. Моторчик у тебя через пару дней сгорит и так далее и тому подобное. Ребят, я никого не призываю так делать. Просто я так устанавливаю и просто делюсь с тем, как можно усилить скорость работы электростеклоподъемников. Вот и все. Итак, салон собран. Весь бардак, который вы видели, устранен. Провода все подключены.
Усилитель напряжения спрятан в центральной части, так называемой внутри бороды. Реле подключен. Все заизолировано, все полностью работает. Как я и говорил ранее, стеклоподъемники начинают работать после включения зажигания. Теперь перейдем к этой передней двери правой стороны. У меня как-то он просто перестал работать. Прекрасно работал. Он, кстати, был быстрее. Стекло отпускалось и поднималось быстрее, чем с водительской стороны. Просто в один прекрасный день он перестал работать. Когда нажимаю на спуск и подъем стекла, в моторчике слышны такие щелкания. И больше ничего. Сейчас я сниму дверную карту и посмотрю, что почем. Полностью разобрал дверь, снял стеклоподъемник, моторчик извлек. Как я и говорил ранее, здесь были малейшие щелчки, еле слышимые. Сейчас я взял и постучал по моторчику. И что сейчас? Какие звуки в нем? Вниз, вверх. Моторчик хочет, но не может. Сейчас разберу, посмотрю, что там, почему он так себя ведет, почему заклинил. Если не поможет, то поставлю с задней двери, переставлю моторчик в переднюю дверь, и у меня будут работать только передние двери. Причина, почему не работал правый передний стеклоподъемник, была в том, что здесь отклеился магнит от корпуса. Сохранив полярность, приклеил его на обычный суперклей момент. Сейчас подожду, пока остынет, высохнет клей, и можно будет проверять. И пока клей сохнет, я снял с этой двери все бархотки. Обычной щеткой их прочистил. Вот сейчас они такие чистые. Вот такой щеткой прочистил. И хотел показать. Вот это почищенная уже сторона. То есть вывернул. Здесь полностью от пыли зачистил. А эта часть, хотел показать разницу, насколько они могут быть грязными. Это грязь, пыль, мелкие частицы, что также влияют на скорость работы стеклоподъемников. Несущественно, но влияют. Это своего рода эксперимент. Для чистоты эксперимента сказать, как это будет все работать. Увеличенное напряжение плюс абсолютно чистые бархотки. Также ВДшкой пройдусь, слегка смажу. И тогда уже посмотрим, как это все заработает. Моторчик собран, подключен. Зажигание включено. Проверяем. Моторчик работает. Теперь собираем все в обратной последовательности. И раз уж я разобрал всю систему электростеклоподъемника, не помешает его смазать. Уж точно не будет лишним. Стекло на месте, уплотнительная резинка на месте, стеклоподъемники на месте. Меня скорость работы все устраивает, только не устраивает шум. Вот послушайте. Согласитесь, шум очень сильный. Сейчас моторчик разберу, попробую его смазать, и тогда посмотрю, как он будет работать. Печальная новость, моторчик электростеклоподъемника умер. Вот, собственно, его якорь, и посмотрите на его обмотку. Вся медная обмотка уже полезла наружу. Сейчас я вставлю короткий фрагмент того, как он в последний раз работал очень шумно. Что ж, придется снять электростеклоподъемник, точнее его моторчик с задней двери, и переставить все на переднюю дверь. Точно такую же процедуру я проделал с левой стороны. Потому что старый моторчик электростеклоподъемника водительской двери, он начал шуметь. И как показало вскрытие, там зубчики стерлись.
Он просто шумел, и стекло не поднималось и не отпускалось. Поэтому я переставил моторчик с задней двери левой стороны на водительскую дверь. Левую дверь также полностью разобрал, уже снял моторчик, подключил его сюда. Давайте проверим его работоспособность. Работает намного лучше, чем который стоял в этой двери. Сейчас поставлю на данную трапецию стеклоподъемника и посмотрю, как он будет под нагрузкой хотя бы двигать данную планку вверх-вниз. Электромотор и трапеция установлена. Давайте тестить. Скорость хорошая. Вот почему она вот здесь вот двигается вот так. Именно этот момент. Ладно, разберусь. Скорость меня устраивает. Это с учетом того, что просто включено зажигание. Давайте запустим двигатель и посмотрим, как она будет работать. Работает еще быстрее. И звук моторчика хороший. То есть моторчик работает нормально. Все, последний раз пущу. Сейчас буду собирать дверь уже полностью. То есть поставлю сюда треугольник, пищалку. Ну, короче, соберу всю дверь обратно. Также попробую устранить вот этот момент, когда стекло отпускается в нижнее положение, чтобы оно так не отыгрывало с наклоном вот сюда. Попробую эту проблему устранить. Если не устранится, оставлю так. Все, дверь полностью собрал. Сейчас давайте тестить. Включаю зажигание и смотрим. Отличная скорость, полностью доволен. Вот этот момент я не смог настроить, все равно здесь идет такой свес. Не то что свес, идет наискось, когда стекло отпускается в крайне нижнее положение. Это тем более просто с включенным зажиганием. Давайте запустим двигатель. И смотрим, как изменится скорость. Скорость, не так уж и изменилась, что на запущенном двигателе, так и на просто включенном зажигании. Итак, все собрал на свои места. Получается, задний электромотор стеклоподъемника переехал на переднюю дверь. И задние двери у меня без стеклоподъемников. То есть без моторчиков надо установить. И, конечно, печально то, что этот моторчик вышел из строя. Но ничего страшного, значит, уже пора его менять. И еще такая особенность я заметил. На задней левой двери был точно такой же моторчик, то есть правый. Спереди также он был правый. Вот он, я в руках его держу. А задняя дверь, электромоторчик стеклоподъемника был левый, написано там было. Можете перемотать, посмотреть. Это тоже какая-то странная особенность. Я не понимаю, зачем так делают с завода. Может, так и надо. Но, по крайней мере, я теперь буду точно ходить по образцу. Искать точно такой же вот моторчик. Точнее, левый на заднюю дверь, правый на заднюю дверь с левой стороны. Также по передней правой двери, здесь, как вы видели, я полностью ее
оголял, то есть снимал бархотки, уплотнительную резинку, их прочистил и немного смазал ВДшкой, что несущественно, но, думаю, помогает скользить стеклу более легче вверх, вниз. Что не скажешь уже о левой двери, я там просто поменял моторчик и все, не стал чистить резиновые уплотнители и бархотки. Наверное, я там просто сейчас смажу ВДшкой. Не буду чистить, а почищу уже в следующий раз, когда буду устанавливать электромоторчики на задние двери. Итак, давайте теперь посмотрим итоги работы, как будут работать электростеклоподъемники и с какой скоростью. Так, зажигание включил. Начнем с правой передней двери электростеклоподъемников. Напомню, что устанавливал усилитель напряжения, выставил на 18 вольт. Итак, кнопка. Неплохо. Довольно неплохо. Скорость меня устраивает. Вверх, вниз. Работает хорошо. Теперь левая. Слабо что-то оно идет на просто включенном зажигании. Может быть, бархотки не почищены, а только смазаны. Наверху оно уже чуть получше. Так, теперь запускаем двигатель. И пробуем. Начнем также с правой двери. Скорость, думаю, не изменилась. Работает хорошо. До этого, до всей работы, правый стеклоподъемник у меня всегда работал быстрее и лучше, чем левый. Не знаю, с чем это связано. Теперь давайте проверим. Левый стеклоподъемник. Но сейчас быстрее. На запущенном двигателе работает быстрее. Нужно почистить, думаю, бархотки. Может быть, они сильно засорены. Напомню, что здесь только смазано ВДшкой. Ну, неплохо. На запущенном двигателе себя показывает стеклоподъемник с левой передней стороны. Записываю на следующий день, так как я заново разобрал полностью дверь. Не стал снимать механизм стеклоподъемников, только снял дверную карту, стекло и прочистил уплотнительную резинку и бархотки. Также смазал ВДшкой. Но ощутимых результатов не дало. Я думаю, что это уже умирает сам моторчик. Давайте проверим его работу. После промывки и смазки ВДшкой всех бархоток. Так, на незапущенном двигателе. Ну, то есть скорость осталась такой же. Как спуск, так и подъем. Теперь запущу двигатель. И пробуем. Скорость такая же, без изменений. Думаю, это уже умирает сам моторчик. По итогу всех выполненных работ могу сказать, что скорость заметно, очень заметно увеличилась. До этого стеклоподъемники были вялыми, сейчас они очень быстрые. Как вниз, так и вверх. Так и левая сторона. Скорость гораздо стала быстрее. Данная запись уже на следующий день. Решил увеличить мощность с 18 до 20. Тем самым я еще больше увеличу скорость работы электростеклоподъемников. Итак, я уже мощность увеличил. Двигатель запущен. Проверяем. Что вниз, что вверх. Стали работать еще быстрее. Теперь левая сторона.
стало работать еще быстрее. Вот таким вот образом можно быстро увеличить напряжение. Просто извлек кнопки электростеклоподъемников и извлек усилитель. Сейчас подключу мультиметр, дабы показать вам, какое здесь напряжение. Мультиметр подключен. Показания, как вы видите, 20 вольт. Предлагаю теперь заглушить двигатель, оставить зажигание включенным и посмотреть, как будут работать стеклоподъемники на выключенном двигателе. Скорость без изменений, то есть как было быстро, так и осталось. Теперь левая. Ну да, чуть-чуть с напрягом она идет. Видимо, моторчик уже умирает. Нужно его менять. Ну, посмотрим. Скоростью работы электростеклоподъемников как правым, так и левым я доволен. И считаю данную доработку по установке усилителя напряжения в цепь электростеклоподъемников отличной, если не самой лучшей по соотношению цены и простоте установки. Теперь осталось установить в задние двери моторчики электростеклоподъемников и посмотреть, какая у них будет скорость работы. Конечно, почистить все бархотки, смазать ВДшкой или же силиконом и уже смотреть, как они себя покажут в работе. Но это я сделаю за кадром. И если буду снимать, то коротенький обзор, буквально 2-3 минуты, покажу, расскажу, как они работают. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, информация была вам полезной. Ставьте лайк, если понравилось. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Также переходите по ссылкам в шапке моего профиля на мой ВК, Инстаграм, ТикТок. Там я выкладываю интересные фото, видеоматериалы. Всем до новых встреч и увидимся в следующих роликах. Всем пока.